Мы ехали из Архангельска в Москву просто по дороге и увидели высокие... Можно посмотреть на то, как Архангельск выглядел когда-то давно. Давайте попробуем зайти в хозяйственную часть. Какой-то носик интересный, да? Сложно сказать. Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Сегодня мы будем учить русский на берегах Северной Двины. Северная Двина – это вот эта северная, холодная, судоходная река. И она впадает в Белое море. Буквально 40 километров в ту сторону, и там уже Белое море. Где мы с вами находимся? Мы с вами находимся в Архангельской области. И, конечно же, в городе Архангельске. Об этом городе я и хочу сегодня поговорить. Давайте начинать. Давайте начнем прогулку по Архангельску. И сначала поговорим о том, почему этот город называется Архангельском. А весь секрет на самом деле в этом соборе. Раньше здесь, на месте этого собора, находился монастырь. Города Архангельска еще не было, но был монастырь. Монастырь на реке Северная Двина. И в честь этого монастыря город и стали называть Архангельском. А монастырь этот был посвящен, конечно же, архангелу Михаилу. Можете даже посмотреть на герб города Архангельска. Здесь архангел Михаил своим мечом поражает дьявола. То есть такой символ борьбы добра со злом, символ победы добра. Монастырь, который здесь находился, смог пережить многое. И пожары, и войны. Но он не смог пережить коммунистов. Потому что, когда в 20 веке сюда пришли коммунисты, то этот монастырь был разрушен в 30-х годах, как и многие монастыри и храмы. И поэтому сейчас на месте этого монастыря строится вот такой вот собор, который тоже называется Михаило-Архангельский собор, да, в честь Михаила Архангела. Он уже почти достроен, осталось чуть-чуть, скоро его можно будет посетить. Сейчас, друзья, перед вами будет карта, на которой вы увидите Архангельск, где он находится. А находится он в дельте реки Северная Двина, которая впадает в Белое море. То есть можно сказать, что это морской город. Город у моря, у Белого моря. Этот город находится в Архангельской области, и население города около 350 тысяч человек. Мы с вами сейчас идем на пешеходную улицу. Здесь очень классная пешеходная улица с старыми красивыми домами, которые я бы хотел показать. И мы поговорим поподробнее про город, про сам Архангельск. Вот посмотрите, дореволюционные дома. Здесь очень много деревянных старых домов. К сожалению, многие из них в плохом состоянии, но некоторые в очень даже неплохом. И я надеюсь, что нам удастся на них посмотреть. Ну, например, вот этот дом. Посмотрите, какой красивый дом. Вот. А вот она и пешеходная улица. Здесь, кстати, кладут новый асфальт. Можете посмотреть. Видимо, сейчас лето, и это период для строительства, для ремонта дороги, например. Вот пешеходная улица. Абсолютно замечательное место в Архангельске. Здесь очень много старых, еще дореволюционных домов. Можно посмотреть на то, как Архангельск выглядел когда-то давно. Здесь у нас памятник женам-берегиням. Вот с таким прекрасным котом.
А это она держит в руках прялку и придет шерсть. И ребенок здесь сидит. Традиционное занятие женщин, когда зимой тебе не нужно работать в поле, и ты сидишь, и что делать? Конечно же, нужно заниматься домашними делами, то есть прясть, да, делать пряжу, делать одежду и так далее. Вот идем мы с вами по этой улице, и мне хочется поговорить о том, как появился Архангельск. Мы поговорили про имя, но интересно, как сам город появился. А появился он, можно сказать, благодаря нашим западным партнерам, как сейчас это модно называть, англичанам. Дело в том, что в 16 веке я говорил, что здесь был монастырь, но здесь не было города. А в это время английский король Эдуард VI послал экспедицию. Он послал экспедицию, чтобы найти пути в Индию и Китай через северные моря. И один из этих кораблей случайно оказался в Белом море, недалеко от Архангельска здесь. И, не знаю, капитаном или уж кем там главным на этом корабле был Ричард Ченслер. И этот Ричард Ченслер увидел, что и понял, что он попал в Россию, и решил сказать, что он посол от английского короля. И Ченслера пригласили к Ивану Грозному, а Иван Грозный не убил и не посадил на бочку с порохом Ченслера, а договорился с ним о торговле. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает. Итак, началась как раз торговля между Москвой и Лондоном. Но на самом деле не только между Англией и Россией, но и между Голландией, и Данией, и Францией, и другими странами. Вот здесь косят траву. Началась торговля, и этот город Архангельск, по сути, появился благодаря этой торговле. Вот, посмотрите, кстати, здесь есть памятник известному писателю Борису Викторовичу Шергину. Он, видите, писал как раз про моря, про корабли, про какие-то религиозные, на какие-то религиозные темы. Видите, здесь и церкви, такие русские северные деревянные церкви, ну и, конечно, деревья северные. Вот, то есть он писал о севере. Он писал о севере. Так вот, началась торговля, появился город, и город стал быстро расти, город стал торговать просто на огромные какие-то суммы, и все шло очень-очень хорошо. Даже Петр I приезжал сюда, чтобы... Кстати, смотрите, это Ломоносов, и он родился здесь недалеко. Здесь недалеко есть поселок, который сейчас называется Ломоносов, потому что там родился Ломоносов. Ломоносов тоже с севера. Так вот, значит, активная торговля. Петр I сюда приезжал, учился здесь плавать на кораблях. И потом здесь начали строить корабли. Но закончилась, сказать так, слава этого города как раз вместе с Петром I, когда Петр I основал другой северный порт, другой северный город, который называется Санкт-Петербург, то Архангельск уже стал фактически не нужен. Вернее, он стал нужен, но Петр запретил торговать через порт Архангельска, потому что Петр хотел, чтобы Санкт-Петербург развивался. И так постепенно город терял свое значение. Ну, потом он снова приобретал значение, снова терял, но, наверное, последним самым ударом по Архангельску стал город Мурманск, который был построен, по-моему,
в 1916 году. И дело в том, что в Мурманске порт не замерзает даже зимой. Мурманск тоже стоит на реке, он не замерзает, и поэтому это лучше для навигации. И поэтому Архангельск совсем потерял свое значение как морской порт, практически. Тем не менее, Архангельск — это не просто главный город в Архангельской области, это еще и столица русского севера. Что такое русский север, я подробно рассказывал в подкасте, можете послушать его, подкаст номер 200. Если вкратце, то это некий историко-культурный регион. Это не просто север России, это именно историко-культурный регион со своей историей и со своей культурой, да, как видно из названия. И Архангельск был центром этого региона. Он еще называется Поморье. Поморье или русский север. Дело в том, что большая часть этого русского севера находилась рядом с морем, с Белым морем. И поэтому людей, которые жили здесь, которые занимались здесь охотой, рыбалкой, их называли поморами. И у них такая своя особенная культура, о которой сегодня мы не будем говорить, но, тем не менее, они строили очень красивые старые деревянные церкви и корабли еще до Петра I. Смотрите, на севере дома всегда объединяли с хозяйственными постройками, потому что холодно, и чтобы не бегать от дома к хлеву, к месту, где находится скотина, в общем, к хозяйственным помещениям, все делалось в таком едином помещении, чтобы тебе не приходилось выходить на улицу. Давайте попробуем зайти в хозяйственную часть и посмотреть, соединена ли она с домом. Так. Оп. Ага. Да, соединена. Здравствуйте. Здесь можно снимать, да? Отлично. Вот оно, соединение. Оп. И мы уже в доме. Прикольно. Вот так вот выглядел дом. Вот такие стены. Вот, там находится шкаф. Здесь, конечно, русская печь. Она с той стороны топится. А вот там красный угол. Место, где находятся иконы. Длинный стол для всей семьи. И по периметру лавки. Лавки, на которых люди сидели. Давайте на первый этаж попробуем спуститься, посмотрим, что здесь есть в этом деревянном доме. О! Здравствуйте. Здравствуйте. У вас здесь не запрещена видеосъемка? На кассе вам должны были рассказать об этом. А что? По поводу съемки не спрашивали? Нет. Нужно, да? Не знаю, здесь там... Я вас понял, ладно. В общем, просто полюбоваться на прекрасное платье. А вот он, фасад дома. То есть то место, откуда люди в дом входят. Вот отсюда вот. Мы с вами заходили оттуда, там поднимались. А вообще люди заходят отсюда. Видите, как красиво все сделано. Резьба по дереву, такие узоры, да, все очень красиво. А это вариант планировки деревни. Посмотрите, здесь в центре находится церковь, и от церкви идут такие вот, как сказать, лучи, да, радиальные линии, и это улицы. Очень похоже, кстати, на Москву, правда? В Москве тоже в центре Кремль, и от Кремля идут вот так вот улицы, проспекты и так далее. В общем, такая планировка. Еще один дом,
И здесь находится скотный двор. Давайте посмотрим на интерьер скотного двора. Интерьер скотного двора. Что здесь есть внутри? Здесь есть какая-то женщина. Привет. Ух ты, какая прикольная штука. Вау. Это что такое интересное? Это чтобы поливать или какой-то носик интересный, да? Сложно сказать. Вот так тут все выглядит. Это сено для скота, чтобы животные могли кушать. Это, очевидно, загон для скота. То есть туда животных загоняют, и там они стоят, едят, спят и так далее. И здесь вот еще такие отдельные, как сказать-то даже, не знаю, места для животных. Видите, они утепленные, то есть как бы в доме находится еще небольшой, как дом, да, то есть чтобы тепло лучше сохранялось. И здесь находится маленький теленок. А в этом доме жили люди побогаче. Смотрите, у них уже есть диван. Вот такая штука, это диван вместо лавки. Вот такой вот шкаф. Даже стулья. Ого. А вот здесь находился сундук или ларь, или ларец с разными женскими одеждами, украшениями и так далее. Мы были с вами, друзья, вот там. Это скотник, место для животных. А вот там на втором этаже хозяйственное помещение. И там же хранилось сено. А сено сюда завозили с помощью лошади и телеги, да? Лошадь с телегой заходила туда, сено выгружали, и лошадь с телегой спускалась обратно. Ну а вот, друзья, хотел вам еще показать улицу северного поселка, как выглядят дома. Мы с вами смотрели на дома в музее. Вот посмотрите, как выглядят эти дома в реальном поселке. Вот один дом просто из бревен, а вот здесь, например, другой дом, обшитый доской. Вот он выглядит вот так. Посмотрите, какой наверху красивый балкончик. Там должна сидеть красная девица и ждать своего богатыря. Вот такие вот дома на севере. Видите, в этом доме жил георгиевский кавалер, герой Первой мировой войны. Вот это да. Друзья, мы с вами были в музее, я показывал вам разную архитектуру, а сейчас хочу показать такую же архитектуру, только в реальной деревне. Это реальная деревня. Мы ехали из Архангельска в Москву просто по дороге и увидели высокие купола. Деревянный вот этот вот купол, видите, на нем нет креста, потому что эту церковь сейчас реставрируют. Давайте посмотрим. Я без понятия, когда она была построена. Вообще не знаю ничего о судьбе этой церкви, но посмотрите, вот деревянная церковь в поселке, в жилом. То есть это не музей, это не музейный экспонат. Скорее всего, ее отреставрируют, и это будет церковь действующая. Я не знаю, можем ли мы попробовать туда подняться. Ну, давайте попробуем. Здесь явно ходят. Я не думаю, что это страшно. Ох, ступеньки очень старые. Ступеньки очень старые. Вот посмотрите, какой здесь вид. Потрясающий вид. Ага, да, но туда мы, конечно, не заглянем. Не знаю, удастся ли так что-то увидеть. Но нет. Но там внутри все сделано из дерева, естественно. Но здесь есть еще одна церковь, которая меня удивила своей архитектурой совершенно другой. Посмотрите вот на эту церковь. Это, конечно, уже более поздняя церковь. И здесь есть информация, что здесь служил один священник, и в 1919 году его расстреляли коммунисты. Ну, потому что коммунисты боролись
с церковью. Они видели угрозу в священниках, так как священники имели большую власть. Более того, первая русская революция была совершена с помощью священника Георгия Гапона. Поэтому, конечно, большевики опасались их, не хотели делить с ними власть. Вот посмотрите, как она выглядит. Потрясающее абсолютно здание. Более того, можно даже заглянуть вовнутрь этой церкви. Это просто что-то уникальное. Причем вы можете даже непосредственно войти вовнутрь. Вот таким вот образом. Так. Опа. Вот так вот выглядит эта церковь. Здесь остались даже еще фрески. Видите, иконы украшены, которые украшали вот этот свод. Видите, вот здесь еще можно увидеть изображение. Это Никольская церковь, поэтому я вижу изображение там Николая Чудотворца. Безумно, безумно красиво. Как я всегда люблю говорить, очень важно просто сворачивать с больших проторенных дорог, и ты всегда найдешь что-то интересное. Потому что мы ехали по большой дороге, решили свернуть на маленькую дорожку и увидели нечто прекрасное. И это характерно не только для дорог, но и вообще для жизни, мне кажется. Когда ты куда-то вот сворачиваешь, пробуешь заглянуть туда, куда не каждый заглядывает, то тебя обязательно будет ждать что-то интересное. Кстати, кроме самого священника, здесь еще, посмотрите, старый камень, еще дореволюционный. Здесь написано, что здесь погребено тело рабы Божьей Поповой. Это жена священника Попова, о котором я рассказывал. И, в общем, вот это надгробный камень. Вот еще несколько надгробных камней. А вот и еще один. Просто история прямо на улице. Вот так вот. Вот заканчивается дореволюционная архитектура, и мы переходим к уже советскому периоду города. Видите, здания уже построенные при Советском Союзе. Сейчас мы перенесемся вот туда, на площадь, и вы посмотрите на наследие Советского Союза. Вот этот небоскреб. Огромный бизнес-центр, ну сейчас это бизнес-центр, был построен еще в советское время. А вот здесь зацените, как лютые северные морозы выворачивают вот эти плиты. Просто посмотрите, да? Здесь вообще в городе очень много таких мест, где на дорогах просто появляется такой холм, просто асфальт поднимается вот так. Это, я думаю, что это все происходит из-за того, что здесь все-таки холодно. Да, это север. Здесь не так холодно, как на крайнем севере. Здесь не так холодно, как на Сибири, как в Сибири, потому что здесь все-таки климат умеренный, морской, рядом море, влияние вот этих вот морских, не знаю, чего там, ветров, течений. В общем, город не такой холодный, хотя он находится далеко на севере. Вот типичный такой советский центр города. Типичный советский центр города. Посмотрите, вот туда идет проспект. Что вообще характерно было для Советского Союза? Ну, во-первых, широкие проспекты, массивность, то есть такая монументальность, я бы даже сказал. Да, все такое большое, все такое грандиозное, широкие улицы, широкие площади.
огромный Ленин. Посмотрите просто на эту статую. Ну, она реально огромная. Огромная статуя Ленина. Кстати, здесь, на севере, было... Когда, значит, после Первой мировой войны и после Октябрьской революции началась гражданская война между белыми и красными, то есть коммунистами, то здесь как раз была база белых. Также здесь была база иностранной интервенции. Это те иностранцы, которые приезжали в Россию, чтобы бороться с коммунистами, чтобы бороться с красными на стороне белых. Да, вот этот весь центр оппозиции был здесь, ну, на определенном этапе, он был здесь, на севере, на русском севере. Ну вот, пожалуйста, дедушка Ленин здесь, огромный. И вот здесь рядом разные правительственные здания. Здесь собрание депутатов, это что-то типа Думы местной. Здесь находится здание правительства. Вот здесь, если вам видно, находится серп, молот и звезда. Главные символы, скажем так, коммунизма, коммунистической эпохи. Ну и вот такая площадь, она типична для многих городов. Она не всегда такая большая, как здесь, но в целом такая площадь есть практически в каждом городе. В каждом городе. И вообще давайте с вами немного пройдемся в ту сторону и дойдем до набережной. Мы сейчас с вами посмотрим на советскую архитектуру. На самом деле она классная. Я понимаю, что, конечно, в этих домах, которые вы здесь видите, жили не простые люди, да, простые люди жили в домах гораздо более простых, но, тем не менее, все, как это выглядит, мне нравится, мне правда нравится этот советский стиль. Это очень красиво. Давайте вот перенесемся туда и посмотрим на те здания. Вот, давайте пройдемся здесь. Вот этот дом, который вы видите, это уже дом, построенный, наверное, не знаю, в 70-х, 80-х. И здесь как раз вот жили люди. Это жилой дом. То есть он такой достаточно простой. Почетные граждане города. Да. Это доска почета. Доска почета – такое популярное в СССР место, куда вешали имена разных людей, которые что-то сделали для города или для страны. Вот давайте посмотрим. Вот такая, видите, была медаль «Почетный гражданин Архангельска». Вот почетный гражданин. И вот здесь можно посмотреть, кому присвоено звание почетного гражданина. То есть, кто сделал много хорошего для города. А вот здесь как раз герб Архангельска, про который я вам говорил. Видите, архангел Михаил поражает дьявола своим мечом. Во многих городах были почетные такие доски почета, это называлось, доска почета. То есть место, где ты можешь посмотреть, кто почетный гражданин, кто сделал для города что-то хорошее. Вот. А вот это как раз пример сталинской архитектуры, пример вот того, что мне очень нравится. Таких домов тоже много в разных городах, но посмотрите, как они классно выглядят. Не знаю, друзья, нравится вам или нет, но мне безумно нравятся такие дома. Потому что в какой-то момент Советский Союз понял, что не нужно строить слишком красиво, нужно строить проще. И тогда начали строить вот такие дома. Вот. Какая разница, да? Но, да, окей. Идем дальше, и давайте с вами пойдем к набережной, посмотрим на набережную. Еще интересный факт, что именно через порты Архангельска в годы Второй мировой войны доставлялись грузы от стран-союзников. А это вечный огонь.
северянам, павшим в Великой Отечественной войне. Это памятник тем, кто погиб во Второй мировой войне. Мы с вами пришли на набережную, и здесь находится городской пляж. Огромный песчаный пляж. У тебя даже не создается впечатление, что ты на севере. Такое ощущение, что ты где-то на юге. Солнце светит, широкая река, похожая на часть моря, и песчаный пляж. Очень красиво и какой-то не очень северный пейзаж. Вот такая, друзья, здесь набережная. Она достаточно длинная, она идет на множество километров. Но мы, конечно, не будем проходить по всей набережной. Здесь, кстати, находится памятник тюленю. Давайте на него посмотрим. Вот, это памятник тюленю. «О, сколько ты народа спас от голода и холода». Ну, видимо, это отсылка к тому, что в тяжелые годы, например, в военное время, тюленей ловили и употребляли в пищу. И вообще, тюлени – это те животные, на которых здесь охотились многие тысячи лет люди. Поэтому тюлень очень важен для этого региона. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Рекомендую вам обязательно приехать в Архангельск, посмотреть здесь все своими глазами. Обязательно послушайте подкаст о русском севере, который я записал. Ну и до встречи в следующих видео. Пока!